Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста. Здравствуйте, доктор. Спасибо. Чем я могу вам помочь сегодня? У меня болит зуб уже несколько дней. Понимаю. Не волнуйтесь, я помогу вам. Спасибо. Только я боюсь уколов. Это очень распространенный страх. Все будет хорошо. Правда? Многие тоже боятся уколов? Да, примерно половина пациентов волнуются из-за этого. Мне становится плохо, когда я вижу шприц. Мы можем сделать укол очень аккуратно. Я использую самый тонкий шприц. Василий Петрович, это реально не больно? Да, вы почти не почувствуете укол. Я стараюсь быть смелой, но все же страшно. Это нормально. Хотите, я объясню процесс? Да, расскажите, пожалуйста. Сначала я намажу вам десну гелем для обезболивания. Потом медленно сделаю укол, чтобы вы не испугались. И все это быстро закончится? Да, все займет не больше минуты. У вас очень уютный кабинет. Здесь приятно. Спасибо, я стараюсь. Атмосфера важна для пациентов. Можно ли слушать музыку во время процедуры? Да, конечно, это помогает расслабиться. Я люблю слушать спокойную музыку. Это успокаивает. Замечательно, я включу вам музыку перед началом. Спасибо. Теперь мне немного легче. Вы молодец, что пришли, все будет хорошо. Если будет больно, вы остановитесь. Конечно, просто дайте мне знать рукой. Спасибо за заботу, доктор Василий Петрович. Всегда рад помочь, вы не одни в своем страхе. Привет, Дима. Садись, будем пить чай. Привет, Катя. Спасибо. Как ты? Честно, я немного расстроена. Почему? Что случилось? Я вчера купила новую кофемашину. А теперь думаю, зря потратила деньги. Серьезно? Она ведь такая красивая. Да, но она очень большая и неудобная. Ты ее уже пробовала включать? Да, но у меня ничего не получилось. Может, инструкция на английском? Да, я почти ничего не поняла. Теперь коробка и чек лежат на столе. Ты можешь попробовать вернуть ее в магазин. Не знаю, дадут ли мне обратно деньги. Если сохранился чек, должно быть можно. Вон он, рядом с пакетами. Хорошо, что не выбросила. Может, я помогу прочитать инструкцию? Спасибо, Дима. Но, честно, я уже не хочу ее. Это была очень быстрая покупка. Бывает, Катя. Я тоже иногда жалею о покупках. В прошлом месяце я купил дорогую куртку. А теперь почти ее не ношу. Жалко деньги, верно? Да, иногда лучше подумать дважды. Наверное, ты прав. Надо быть осторожнее. Главное, не расстраивайся. Спасибо, ты всегда меня поддерживаешь. Обращайся, может, позвоним в магазин вместе? Давай, мне будет спокойнее так. Хорошо, Катя, все будет хорошо. Спасибо, Дима. Давай выпьем чаю. С удовольствием. Доброе утро, Аня. Привет, Илья. Как дела? Все хорошо, только устал. Почему? Ты плохо спал? Нет, просто дорога на работу очень долгая. Правда? Сколько времени ты тратишь? Около часа и 15 минут в одну сторону. Ого, это действительно долго. Да, особенно утром, когда много людей в метро. Ты всегда ездишь на метро?
Да, на автобусе еще дольше. Какой у тебя маршрут? Сначала я еду на синей линии до технопарка. Потом пересаживаюсь на зеленую и еду до Пушкинской. Пересадка занимает много времени, Иногда минут 10, если много людей. а утром метро всегда полное. Да, людей очень много, иногда тяжело стоять. Я понимаю тебя. Я тоже не люблю переполненный транспорт. Иногда хочу кататься на велосипеде, но далеко. Да, это неудобно, особенно зимой. Наверное, мне надо переехать ближе к работе. Это хорошая идея. Ты думал об этом? Да, но снять квартиру в центре дорога. Может, найти попутчика? Интересная мысль, я спрошу коллегу. А если работать из дома? У нас редко разрешают удаленную работу. Жаль. А ты читаешь в метро? Иногда читаю книги или слушаю музыку. Это помогает скоротать время. Да, так дорога кажется короче. Надеюсь, твой путь станет легче. Спасибо, Аня, мне стало лучше после разговора. Андрей, у тебя тоже не работает интернет? Да, Катя, у меня совсем нет соединения. У меня все зависло. Я не могу отправить сообщение. Я хотел посмотреть фильм, но ноутбук без интернета. Может быть, роутер сломался? Давай проверим его. Свет на роутере горит, похоже, питание есть. Иногда помогает выключить и включить роутер. Я уже пробовал, ничего не изменилось. Очень жалко. Мне нужно работать онлайн сегодня. А у меня видеозвонок с друзьями из Москвы. Может быть, это проблема у провайдера? Я попробую набрать службу поддержки. Странно, даже их сайт не открывается. Попробуй позвонить им по телефону, если знаешь номер. Сейчас найду номер провайдера на коробке от роутера. Вот, нашел. Сейчас позвоню им. Спасибо, Андрей. Скажи, что интернет нужен срочно. Да, жду на линии. Очень долго отвечают. Наверное, у многих проблемы сейчас. Я видела в группе дома. Соседи тоже жалуются. О, я дозвонился. Поддержка говорит, авария в районе. Обещают починить через час-два. А пока что нам делать? Без интернета скучно. Может, поговорим или сыграем в настольную игру? Идея хорошая. Я давно хотела пообщаться. Интернет — это удобно, но и без него можно жить. Ты прав, Андрей. Иногда полезно делать перерыв. Ты хочешь чаю? Я могу сделать чай. С радостью. Спасибо, давай выпьем вместе. Береги телефон, не сиди много в мессенджере. Обещаю, пусть интернет вернется скорее. Все будет хорошо. Главное, что мы вместе. Андрей, ты тоже недоволен этим отелем? Да, Ирина, мне не нравится наш номер. Мне тоже. Комната очень маленькая и темная. Я думал, номер будет светлее и просторнее. На сайте все выглядело гораздо лучше. Да, фотографии были обманчивыми. Завтрак тоже не очень вкусный. И выбор еды очень маленький. Вчера хлеб был совсем черствый. Да и кофе вообще холодный. Мне не нравится шум в коридоре. Было трудно уснуть ночью. Я тоже плохо спала. Соседи громко разговаривали. Слышимость ужасная. Все слышно через стены. Уборка тоже не каждый день. Да, сегодня было грязно в ванной. И полотенца не поменяли.
Я пойду спрошу про это на ресепшн позже. Думаешь, нам стоит пожаловаться? Да, наверное, так будет правильно. Я ожидала большего за такую цену. Я тоже. Мы могли выбрать другой отель в Сочи. В следующий раз будем читать больше отзывов. Обязательно. Нужно все проверять заранее. А бассейн уже 2 дня закрыт. Я хотел поплавать утром, но не удалось. И спортзал тоже очень маленький. Даже тренажеры старые и сломанные. Но персонал здесь очень вежливый. Согласен. Официанты всегда улыбаются. Главное, мы вместе и у нас хорошее настроение. Ты права, Ирина. Все равно хорошо, что мы путешествуем. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо, Иван Петрович. О чем вы хотели поговорить? Речь идет о вашем сыне, Артеме. У него появились трудности в учебе. Правда? Он мне ничего не рассказывал. В последнее время Артем плохо выполняет домашние задания, особенно по математике и русскому языку. Я замечала, что он стал меньше заниматься дома. Да, на уроках он часто отвлекается. Иногда Артем не слушает объяснения. Наверное, ему сложно понять материал. Возможно, но он старается, если его поддерживают. Я хочу помочь Артему. Что вы посоветуете? Советую вместе делать домашнее задание. Также полезно читать книги вместе. Это хорошая идея. Мы попробуем. Артему нужна регулярная помощь и внимание. Я понимаю. У нас много дел, но постараюсь найти время. Я могу дать дополнительные задания для тренировки. Спасибо. Сколько времени ему лучше заниматься дома? 20-30 минут в день будет достаточно. Хорошо. Я проконтролирую, чтобы он занимался. Иногда Артем помогает одноклассникам. Это хорошо, но он забывает о своих заданиях. Он любит помогать друзьям. Это важно для него. Но сначала нужно выполнить свои задания. Я с ним поговорю об этом. Спасибо вам за понимание и поддержку. Спасибо вам за заботу об Артеме. Мы вместе поможем ему стать лучше. Я надеюсь, что у нас все получится. Я уверен, вместе мы все сможем. Олег, я так устала ждать здесь в аэропорту. Лена, я тоже устал. Все так плохо организовано. Наш рейс снова задерживают уже 2-й раз. Я не понимаю, почему никто нам ничего не объясняет. Ты звонил в туристическое агентство? Да, но там никто не берет трубку. Мы так долго планировали этот отпуск. Я тоже расстроен. Я хотел увидеть Санкт-Петербург. Я боялась, что что-то пойдет не так. Документы в порядке, но билеты поменяли. Персонал не говорит по-русски, ничего не понимают. Я пробовал объяснить, но без пользы. Может быть, стоит поискать другой рейс? Я уже смотрел в интернете. Все занято. Ужасно. Мы сидим здесь уже 3 часа. Я проголодалась, но кафе слишком далеко. Хочешь немного воды? У меня есть бутылка. Спасибо, Олег. Немного воды мне не помешает. Почему нам не предложили гостиницу на ночь? Я спрашивала у девушки на стойке. Она сказала, что гостиниц нет. Я все равно попробую еще раз поговорить с ней. Спасибо. Надеюсь, что хоть кто-то сможет помочь. Лена, не волнуйся, мы все равно проведем это время вместе. Ты прав.
Главное быть вместе, а не где именно. Может, сыграем в какую-нибудь игру, чтобы отвлечься? Хорошая идея. Давай вспомним русские города по алфавиту. А. Архангельск, Б. Брянск. В. Владимир, Г. Грозный. Ты отлично помнишь географию, Лена. Спасибо, Олег. Главное, не терять настроение. Вместе нам ничего не страшно. Оля, я посмотрел на дневник Игоря. Что там, Саша? Есть новости из школы? У него проблемы по математике и русскому языку. Да, я тоже заметила. Учителя пишут замечания. Вчера Игорь сказал, что ему трудно на уроках. Он что-нибудь объяснил, почему ему тяжело? Он говорит, что не всегда все понимает быстро. Может быть, ему нужна помощь с домашним заданием? Да, я пробую с ним заниматься вечерами. Но после работы я тоже устаю, трудно все объяснить. Я могу помогать с математикой, это не проблема. Спасибо, Саша, вдвоем нам будет проще. Учительница Мария Ивановна советует читать больше. Она говорит, что это поможет с пониманием текста. Мы можем читать вместе перед сном, как раньше. Да, Игорь любил, когда мы читали ему сказки. Саша, может быть, стоит поговорить с учительницей? Да, завтра я напишу ей и попрошу совета. Может, у Игоря есть трудности с одноклассниками? Я спрошу его об этом вечером, когда он придет домой. Может быть, ему просто не хватает уверенности? Да, в детстве у меня тоже были похожие трудности. И у меня. Главное – поддержать его и помочь. Давай еще пригласим его друга Диму в гости. Дима хорошо учится. Может быть, они помогут друг другу. Хорошая идея. А еще можно найти интересные книги. Может сходить в городскую библиотеку в выходные. Давай попробуем. В библиотеке много интересного. Я уверена, Игорь справится, если мы будем рядом. Конечно. Главное – терпение и поддержка. Спасибо, что не остаешься равнодушным, Саша. Мы семья. Вместе мы все преодолеем. Я люблю вас обоих, и тебя, и Игоря. Я тоже вас люблю. Все наладится, Оля. Андрей, я хотела поговорить о нашей дочери. Конечно, Марина. Ты о Лизе? Да, о Лизе. Как ты думаешь, ей нравится школа? Мне кажется, да, но она иногда устает. Я тоже замечаю это. У нее много домашних заданий. Может быть, ей нужна помощь с уроками? Я уже помогала ей вчера с математикой. Она сказала, что это трудно. Математика в 5 классе действительно сложная. Лиза хорошо учит русский язык и литературу. Я горжусь ею. Она очень старается. Да, она старается. А что ты думаешь про кружки? Она недавно говорила, что хочет рисовать. Может, отдать ее в художественную школу? Это хорошая идея. В нашем районе есть школа искусств. Я могу узнать расписание занятий. Давай узнаем вместе. Лиза любит творить. Ты помнишь, как она рисовала на выходных? Да, ее рисунок висит на холодильнике. Ты заметил, как она общается со сверстниками? Да, у нее много друзей в классе. Это важно для развития ребенка. Согласен, я хочу, чтобы Лиза была счастлива. Ты бы хотел, чтобы она учила английский язык? Да, сейчас это очень полезно. В школе есть курсы английского.
Давай спросим у Лизы, хочет ли она заниматься. Хорошо, надо поддерживать ее интересы. Конечно, главное не давить на нее. Согласна. Пусть она сама выбирает. Спасибо, Марина, что заботишься о нашей дочери. Спасибо тебе, Андрей. Вместе мы справимся. Андрей, посмотри на экран. Что это за сообщение? Оля, странно. Это не я отправил это письмо. Твой аккаунт, да? Да, это мой имейл, но письмо не мое. Может, твой аккаунт взломали? Не знаю. Я вижу странные письма в папке «Отправленные». Когда ты последний раз менял пароль? Я давно не менял пароль. Уже больше года. Это плохо. Надо срочно сменить пароль. Согласен. Где это делается? Давай, нажми на настройки аккаунта. Вот, нашел. Теперь выбрать «Сменить пароль»? Да, придумай новый сложный пароль. Я написал TR34KLP9. Это нормально? Да, хорошо. Не забудь записать его где-то. Я запишу на бумажке. Спасибо. Посмотри, есть еще подозрительная активность. Вижу вход с другого города, Самара. А ты когда-нибудь был в Самаре? Нет, никогда не был там. Это точно был взлом. Надо предупредить друзей. Ты права, я напишу им сейчас. Попроси их не открывать странные письма от тебя. Хорошо, напишу в чате. Проверь еще, поменяй пароли в других сервисах. Да, в соцсетях и интернет-банке тоже. Конечно, обязательно, для безопасности. Зачем кому-то ломать мой аккаунт? Возможно, они хотят собрать личные данные. Или просто рассылать спам от твоего имени. Спасибо, Оля, за помощь и советы. Не за что. Главное – быть внимательным в интернете. Я буду осторожнее. Теперь всегда с паролями. Давай проверим, нет ли вирусов на компьютере.